Знаете, я соскучился по тому времени, когда мы ругали Konami лишь за то, что они не обновляли RPL в своих обновлениях PES 2020 и PES 2021. Кто бы мог подумать, что уже через год мы будем жалеть о том, что Konami не выкатили нам полноценную игру, и мы вообще сидим без какого-либо контента по ней, только с одиночными ивентами из небольшого разнообразия команд. Однако, почти что под конец этого года Konami прервали свою печальную тенденцию, выпустив обновление для PES 2021, только на мобильных устройствах. Кто мог подумать, что я буду делать обзор на обновление для мобильной версии игры, но какие времена, такой и контент. Поэтому в сегодняшнем ролике предлагаю вкратце ознакомиться с новым контентом, который появился в мобильной версии PES. Есть там кое-что интересное, на что стоит обратить внимание. Так что устраивайтесь поудобнее, не забудьте поддержать лайком этот ролик и обязательно поделиться впечатлениями в комментариях под этим видео. Ну а я в свою очередь начинаю свое повествование. Итак, вчера состоялся релиз новой версии для мобильных устройств под нумерацией 5.6.0, который обновляет базу данных игры на манер нового сезона. А поэтому из некоторых лиг были убраны команды, которые вылетели по итогам сезона, были добавлены новые команды, были добавлены новые игроки, были добавлены новые фейсы, формы и так далее. К сожалению, в мобильной версии это проверить намного тяжелее, но нам уже известно, что такие игроки, как Агуэро, Гризман, Юсуф Демир, Ибрагима Канате, Пацандака получили новые фейсы. Я уверен, что со временем появится полный список обновленных фейсов, но на данный момент это пока что все фейсы, о которых известно. Ну, сами понимаете, в мобильной версии игры там просто так фейсы не рассмотришь. С очередным обновлением в игре появились новые иконики, и в частности это иконик Самуэля Этоо образцов 2008-2009 годов и Фабио Канаваро, когда тот играл за мадридский Реал. Его сезон определить намного труднее, но я могу предположить, что это образец 2006-2007 годов. Если у вас есть идеи, из какого сезона этот Фабио Канаваро, то обязательно поделитесь ими в комментариях под этим видео. Что немаловажно, также наконец-таки Konami обновили рендеры игроков в главном меню своей игры. И теперь в различных вкладках, на различных ивентах, бонусах и объявлениях присутствуют новые рендеры новых партнеров. В частности, появился Ансу Фати, Федерико Кьеза и Упамекано. Решфорд из предыдущей части остался, но теперь в новой форме от МЮ. Соответственно, как я и упоминал в начале, была обновлена база игры. Появились новые команды, убрали старые команды, появились новые игроки, убрали старых игроков. И в частности, такие изменения произошли и в нашей российской премьер-лиге. Как вы должны помнить, соглашение RPL и Konami действует еще год, то есть этот сезон последний. И поэтому в новом обновлении для мобильных устройств в RPL появились Крылья Советов и Нижний Новгород. К сожалению, мы не можем заценить их поподробнее, поскольку, повторюсь опять-таки, это мобильная версия игры, и она нам не позволяет рассмотреть фейсы поподробнее, те же самые формы и все в таком роде. Но из этих изображений, которые доступны на сайте PS Masters, на котором содержится вся база данных игры, вроде как формы актуальные, то есть даже спонсоров не потеряли, как Konami любит это делать. Но обязательно дайте знать в комментариях, если захотите увидеть на канале разбор обновленной RPL после обновления в мобильной PS. К слову, составы обеих команд выглядят следующим образом. Ну и в комментариях делитесь своим мнением по поводу всех рейтингов, которыми наградили Konami наших футболистов. Помимо всего перечисленного, также в игре появились обновленные комментаторы. Как и упоминалось ранее, обновили модели лиц, это касается как 3D модели, так и мини-фейсов и так далее. С полным перечнем обновлений вы можете ознакомиться на главной странице Play Market или App Store, в зависимости от того, какая у вас платформа, iOS или Android. Соответственно, после такого напрашивается вопрос, а стоит ли ожидать подобное обновление для консольной версии игры? И, к сожалению, тут ответ будет неутешительным, поскольку еще как заявляли Konami в одном из своих пресс-релизов, когда они только-только объявили о том, что возвращают к жизни 21-ю часть, они не будут обновлять ее на ПК и консолях из-за каких-то так называемых технических проблем, которые мешают им обновить базу данных игры, добавить новые команды и все в таком роде. Поэтому обновленная RPL, обновленные составы, фейсы и все в таком роде, скорее всего, мы будем наблюдать только в мобильной версии игры. Однако есть вероятность, что все еще изменится. Кто знает, это ведь Konami, но на самом деле верится в это очень слабо и предпосылок на это банально нет. Поэтому, скорее всего, что подобный апдейт с обновлением базы данных, скорее всего, был только на мобилках.
В комментариях под этим роликом я буду ждать ваше мнение по поводу всего увиденного и услышанного. Как вам новости о том, что в PES появились Нижний Новгород и Крылья Советов? А также, что вы думаете насчет того, что Konami не собирается обновлять базу данных на консолях и ПК? Обязательно отпишите в комментариях. Ну и помимо комментариев, не забывайте поддерживать данный ролик своим пальцем вверх, поскольку именно ваша активность помогает продвижению канала. Ну а если вы находитесь здесь впервые, то обязательно прожимайте кнопку подписаться и колокольчик, который находится рядом с ней, чтобы получить уведомления о выходе новых роликов на нашем канале. У меня же на этом все. Я всех благодарю за просмотр и вашу активность под моими роликами. Услышимся очень и очень скоро, поэтому не прощаюсь.